Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 18-й выпуск третьего сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске не с первой попытки, но все же удалось выполнить несколько квестов, из них «Каратель», часть третья, и «Бомж с Полихима» с убийством диких на локации «Таможня», и также на таможне в районе мазутного хозяйства из вагона забрал спрятанную папку по квесту «Реагент», часть первая. В игре починили запуск Дикого на развязку, и мне удалось вынести несколько процессорных кулеров и закрыть квест «Механика», садоводство, часть 4. Доброжелатель, Кролик, Антон, Иван, Диего, Ацтек, Вупи Волберг. Привет Мурманску. Эрцгебирги будут PvP-квесты, по возможности буду использовать лучше, что смогу себе позволить. Лигдар, Вазап и Павел. Как всегда, огромная финансовая поддержка. Спасибо вам большое за поздравления, доброе слово и материальную мотивацию. Всем приятного просмотра. Есть ежедневный квест устранения у егеря на любой локации диких с расстояния больше, чем 20 метров 8, и это даст нам лояльность у егеря, во-первых. Во-вторых, даст мне опыта 5000. О, вот это вот мы, пожалуй, сегодня, скорее всего, сделаем, успеем. Сегодня в планах поделать квесты для терапевта, выполнить квест «Врачебная тайна», часть 2, часть 3 и часть 4. Для этого мне понадобится ключ от западного крыла, 306 номер на лазурке. Блин, боюсь представить, сколько он сейчас стоит, этот ключ. А, нет, немного, смотри, 60 тысяч всего. Давай, забираем тогда, покупаем. Квест выйти с локации, лес, но выйти конкретно на выход на мосту. Работает он за денежку. Сегодня я в лес планирую сходить. Если получится, то, может быть, сегодня закроем этот квест. 8 ботов нужно будет убить. При этом егерь поднимется в лояльности на 1/100 и плюс еще 5000 опыта. Также на побережье я надену жилет Дикого и балаклаву, чтобы, если вдруг получится кого-то убить из ЧВК, у меня плюс шел в квест «Каратель», часть 4. Между прочим, я могу сегодня закрыть еще квест «Кабинет химии», найти кабинет санитара в санатории, но у меня ключа нет, вот ключик, может быть, прикупить, Он всего 45 тысяч стоит, ё-моё, забираем, конечно. Блин, я думал, он там 1200-500 стоит, нафиг. Идем за ЧВК, идем на берег в 14:41, и все, что надо, мне уже застраховано. Поехали. Планы на рейд хоть и простые, но довольно непростые в выполнении. Мне нужно будет в западку, западное крыло, 306-я комната, на 3-й этаж подняться, забрать папку. В общем, будем надеяться на удачу. Если же нет, то сегодня будет тяжелый денек. В прошлом выпуске Акробат интересовался характеристиками моей кузницы. Вот especially для тебя и ребят, кто планирует приобретение сильного игрового ПК, HyperPC уже все придумали. И модель Cyber, которая выглядит будто из будущего, благодаря процессору Intel 12-го поколения и видеокарте GeForce RTX 30 серии, несомненно вывезет на максималках Тарков, и еще будет запас мощности на несколько лет вперед для игры в новые проекты. А кастомизация, позволяющая поменять цвет корпуса, сделать именную табличку или винилографию, придаст корпусу не менее мощный внешний вид. Комплектующие можно выбрать исходя из бюджета или задач, которые будут поставлены перед новым ПК. Более чем 10-летний опыт компании вызывает доверие как у большинства крупных блогеров российского YouTube, так и крупнейшие киберспортивные мероприятия проводятся именно при технической поддержке HyperPC. И, кстати, специально для вас, мои зрители, HyperPC сделали промокод скидку. Например, на производительную игровую конфигурацию HyperPC Cyber можно получить скидку от 10 тысяч рублей. Захочешь новенькую периферию – не вопрос. Скидка распространяется совершенно на все, что будет в корзине. Хватай промокод и переходи на сайт. Все уже в описании. Так, поехали. Мы... Где лодка? Маяк. Мы недалеко от маяка. Нет, мы далеко от маяка, ё-моё. Ладно, я зато недалеко от лазурки. Мы можем тогда сразу внедриться, забрать папку и направо в сторону маяка выдвинуться в надежде на безопасный и быстрый выход, да? Да. Гляну быстренько, что тут у нас имеется в схроне. А тут, ух ты. Вау, как круто у вас тут, пацаны, нифига себе. Все, нормально. Можно еще одного дикого где-нибудь цепануть. Но если я заберу папку, я там дикого 100% найду. Там куча целая точек, где они появляются, так что это не проблема будет абсолютно. Я на месте. И мне как раз снайпера по спине.
Нормально, нормально. Но ничего страшного. Так. Морфий. Это дикий. Все нормально. А, мне же запад-то. Куда я восточку-то пошел? Ну и чё тут? Это дикий там бегает? Что такое ощущение, что это ЧВК уже там. Ладно. Служивый! Хуйло, вот хуйло! Конец! Злой какой, а. Злой день. Давай, давай, давай. Я на месте. А вот и папка. Намана. Так, бинтик, шминтик, это все. Прекрасно. Че, вот эту давай, наверное, спрячем. Че, пацаны, чем живете? Че по здоровью он? А, он там чуть-чуть только кацанул. Вот это можно сразу внутрь пропитать. И все. Сейчас. Ну, я кого-то слышал. Кто-то тут еще пробежался. Правда, я не понял, кто такой. О! Ух ты. Подожди, а чё ты ПСки туда засунул? Вот так, они там и были. Слушай. Я хочу домой. Слышь, браток? Слышь? Дай пройти, я уже на выход иду, я квест сделал. Слышно? Can you hear me? Окей. Фак. Уйти твою гранату, мать. Вот гад, блин, а как от него свалить-то? Валить надо его.
мутант, что ли? Но в челюсть попал, без шансов там прилетело мне. Но не всегда получается договориться с товарищами. Может быть, у него войп был выключен, а может быть, он просто болт ржавый забил на это все. Да, БПшки в голову — это больно. Все, я готов, снова собрался. АКМ у меня тут лежал на складе, почти собранный. Я только фонарик сюда прицепил, получается. И все, магазины купил на него. На ПС-ках пойду, БП купить негде. Также на берег, на 16:23. Времечко страхуем. Пожалуй, практически все. И поехали еще раз пробовать. Первый, блин, как всегда, что-то комом. Ну, зато в предыдущих выпусках, когда первый рейд у меня был летальный, остальные рейды шли как по маслу. Так что будем надеяться, что это, как говорится, на счастье. Идем еще раз в Лазурку, в 306 и домой. Так, а теперь, о боги, как меня... Мне вообще в другом абсолютно конце карты заспавнило, и идти сюда на выход, потом назад тоже не варит. Да здравствует беготня. Физкульт, привет. Вот по пути тайнички всякие, там на чупик можно залезть, там на антенку можно будет забуриться, но в итоге я приду просто в Лазурку, как говорится, с полным мешком. Ладно. Тот, кто меня победит, будет награжден лутом. Левые не будем смотреть. Пойду на эту, на антенну еще забурюсь. Там на катушке есть точка спавна, там антиквариат может спавниться. Я не помню, там надо посмотреть, кстати, чего у меня там еще не хватает для сдачи квеста. Красиво жить не запретишь барахольщику. Там, по-моему, то ли чайника одного не хватает у меня. О, счетчик Гейгера лежит. Не понял. Понял. Тут бывают еще не только антиквариат и прочие прелести, но и что-то техника какая-то. И бывают инъекторы тут появляются. Было дело, находил. Ладно, поехали. Там кто-то поднимался, по-моему, как раз. Судя по звукам, на ГЭС стреляли дикие. И, возможно, кто-то поднимается сейчас как раз через центр. Вот такой вот у меня спавн противный. Далеко появился. О, провизия. Ну, а вон, видишь, точно кто-то стреляет. Это 7,62, по-моему, стреляет. Может быть, кто-то диких кошмарит. Хотя нет, это не 7,65, 45, кажется. Где подняться? С этой стороны или? Запад. Ну ладно, тогда попробую прям рискну, через открытую внедрюсь. Пофиг, убьют так убьют, что. Будет выпуск, где меня убивают постоянно. Или отсечь этого ЧВК попробовать как-нибудь, а? Ну ладно.
По-моему, я шаги слышал справа. Так, я, пожалуй, здесь пойду. Капец, я прошел. Как архар. Он был там, где не ступала нога. О! О, я же говорю. Я слышал шаги справа. Дикий, блин, хороший инфу дал мне, но... Что мне теперь делать с ней? Просто пробежать? Але чё? Тут, по идее, нормальные люди используют какие-нибудь всякие инъекции. Но мне надо... Может быть, кстати, я зря это делаю, не используя инъекции. Может быть, инъекции не препятствуют прокачке жизнеспособности, потому что мне ее надо будет прокачивать аж до черти знает какого уровня. Ну, по крайней мере, до 3-го точно в ближайшее время, чтобы хотя бы запустить производство, установку, точнее, этого. Как его фамилия? Медблока 3-го уровня. Там прокачка обязательно. Заходим в 306-ю. Вот рюкзачок я что-то не взял. Ладно, мы тут самое ценное, что если увидим, заберем. Так. Не за лутом же вышли. 2 перелива. Давай агуметин заберем. Всего на ячейку. Опачки, да ну. А нет, я думал опять аккумулятор. О, вот и чайник, слушай. А как это работает? В общем, вопрос к товарищам, знающим конкретно такой. А влияет ли на прокачку навыка, использование навыка жизнеспособность, использование бейсбола и прочих инъекторов? Дорога мне на маяк, выход. Можно будет вот здесь, кстати. А чё я в прошлый раз... А, потому что он там смотреть мог, да? Рискнуть можно было. Сейчас поморим пару диких. И домой. Что-то не вижу. Нету диких. Ну ладно. Посмотрим здесь на тачке тогда. И там можно попутно, где 2 ящика оружейных. Я мешок... А, забрал мешок, все нормально.
Что-то запаниковал. Незаметно. Сейчас вот здесь возле грузовика могут быть дикари. И там... Да, нет, пофиг, на маяк двину. Все равно по пути. А как бы мне, чтобы близко не подходить к ним? Там 20 метров надо выдержать. Дистанцию. Не видать. Вот это. Ну, пробежки у меня вряд ли уже будет засчитана пробежкой, потому что, во-первых, я уже долго в рейде. А во-вторых, я уже полный мешок налутал. Где? Оу. Еще второй. Ох, мне вон за тебы. Вон он, сука! Пацаны, окружаем его! Да пошел ты в баню. Ух. Так. Получается, мне надо будет вот так вот сделать, чтобы грамотно было вот это сюнды поместить. Блин, помутнение будет в глазах. Нет, давай все-таки что-нибудь... А давай пропитальчику. Ух ты, блин, ну я-то думал, я его сейчас... Упс. Господи, два диких, столько возни из-за этой дистанции в 20 метров. У меня теперь руки будут трястись. Ой, блин, ладно, лечимся. Опять я в крапиву присел. Есть. Ой, сразу эргономика появилась. Слушай, сломанные руки, оказывается, влияют на эргономику, причем ощутимо. Ага. Свистни в хуй! Сейчас тебе пиздец придет! Ой, слушай, да пошло оно все в баню. 20 метров, 20 метров. Че вы где? Ассистент! Твою мать. Магаз на родину. А где магаз? А вон он. Чик. Чик. Что мы заберем? Чайник заберем, хавчик заберем. Это сюда. Пошел заряжать. Вот это заберем. Да все, в принципе, заберем, да?
Так вот. А вот и я пробежал. Здравствуйте. Нормально. Эти 20 метров все отношения испортили. Чухнули на маяк. На выход. Вдоль этого забора в аккурат и выйдем. Еще кто-то болтает. Но мне дикие не нужны. Надо запомнить, что дикие вот сюда под скалу ныкаются, и можно было бы обойти по-хорошему, да, и отсюда бам-бам. Бам-бам, бигелоу. Ну что, вроде как получается выйти с локации, значит, сейчас мы отправляемся в лес. Там и сделаем, скорее всего, диких. Я возьму с собой болтовку какую-нибудь, покачаем навык владения снайперскими винтовками. И как раз там метров 20 туда-сюда. Ну, в грудь диких постреляем, постараемся. Или сначала сделать квест, слушай, вынести, а потом второй рейд на выживание который... Ладно, сейчас разберемся, попробуем. Главное, что здесь удалось вынести папку. 16 с небольшим минут, пару тысяч опыта, но долго, честно говоря, я потратил на этот квест. Пока все идет не по плану, пока не догоняем план Децл. Все, собрался, прикупил, до ума довел оружие МП5 как дополнительное, будет у меня основное ДВЛ, на люгерах заряжено, М80 на снайперскую. На снайперку ничего не выдумывал, поставил рукоятку с плюс 12 эргономикой сошки и ствол поменял на глушитель, чтобы тихо было. Я чуть не забыл папку сдать, если честно. Хорошо, что зашел в дейлики посмотреть и там папку случайно увидел. Врачебная тайна, часть 2, папку мы передаем. Закрываем квест, забираем плюшки и награды. И теперь приступаем к врачебная тайна, часть 3. Вот, теперь можно идти в лес спокойно, забирать образцы и нести их домой, получается. Потерянный контакт, какой-то квест. Я что-то первый раз такое вижу. А, нет, я видел такой квест. Найти пропавшую группу в районе коттеджа Шале на локации маяк. Это тот, который на скалах там стоит. Значит, поехали за ЧВК, поехали в лес в 8 утра, так как мне надо будет еще немножко поснайперить, возможно, успеть. Да и, в принципе-то, и все, больше тут нечего мне страховать пушки. И картоху нулевую свою, если что, в куст выкинуть ее. Поехали. Значит, цели на рейд. В первую очередь мне нужно будет спуститься к водохранилищу вниз, где полузатопленный такой белый фургон. На этом фургоне есть следы крови, и вот мне нужен образец именно этой крови взять и вынести из локации. Попутно, если будут встречаться дикие, где-нибудь на безопасной дистанции постараюсь их пострелять с ДВЛки, но прямиком пойду на выход на мосту. Так, Эндер, поскакали. Гиды-то мы появились. Окей, Гугу, Гидея. О, понял. Ё-моё, забыть 14-й. А, какой спаун опять неудачный-то, а? Какой спаун опять неудачный. Спавн на этой стороне, а мне в противоположную надо, и вообще бежать там черти знает сколько. БП 33 килограмма. Да ладно. Хочу показать одно интересное местечко. Если добегу. Тут я часто нахожу офтальмоскопы. Так, чисто для инфо. Блин, я, наверное, прям на прополоин туда, на снайперскую скалу пойду. Вот тут, под массеткой. Вот где хавчик. Сахар. А вот смотри, П-22, что ли, или что это, обдолбос? Обдолбосик нашел. Ну, вот здесь, в общем, на носилках и внизу под этим столом.
Вкусняхи всякие спавнятся, в общем, интересности. Приходите, разбирайте. Милости, как говорится, просим. А я пошел, пожалуй, прямо под скалу. Там, я думаю, будет безопаснее, нежели я сейчас через лесопилку попрусь. По тайникам шибко шарить не буду. Блин, а у меня выход-то на этом самом. Все, что я затупил-то? Какой ЗБ? Мне же надо будет потом в деревню педалить. Ну, тогда и отлично. Спущусь к водохранилищу сейчас из-под скал. Технично. Постараюсь. Забираю пробу крови и валю просто в деревню. Главное, чтобы за это время никто там не успел уехать, угнать эту машину. Можно попробовать прям на скалу залезть, дикого щелкнуть и антиквариат там посмотреть. Ну, вариантов, конечно, блин, интересных-то имеется. Опа. И пофиг на люгеры, да? О! Но это надо садиться лечиться. А чё я в долбос-то не зад... А хотя... Чё его ныкать, да? Я почему-то подумал, что я его не убил. Вот такой прикол был. Ладно, лечимся. Сюрф видел, да, вылечил как хорошо? Он мне сразу и перелом, и выбитую конечность вылечил. Вот такая чудесная штуковина. Так. Магазин я выкинул, и вряд ли я его уже там найду от МП5. Один ли это был? Вроде как один. На первый взгляд. А вот и магазин. Или нет? Не, это бесполезно сейчас искать. Я вот точно не найду этот магазин. Так, все тут вылечилось, все как положено. Небольшой запас есть патронов. Его и зарядим.
А можно свою тогда это самое выкинуть, да, и его забрать. Вот так. Блин, половина. Всего лишь. А гадюка потом вернется мне по страховке. Магазин не страхован, правда, ну и ладно. Все, и 2 полных магазина. Уф, повезло мне, что у него патрон слабенький. Так-то понавыбивал руку-ногу. Ну, в общем и целом, все обошлось. Блин, он мне, что-то я чувствую, мешать будет там этот дикий. Его бы по-хорошему снять бы оттуда. Ладно. Дебафы пропитала, подъехали. Но на такой дистанции с ДВЛ-ки это... О, вон он. Почему у меня руки трясутся? А, у меня же дебаф от пропитала, там тремор. Я его не убил. Или убил? О, нет, убил, смотри. Мамана. Что там с точилой? Не, нормально, пока можем выйти, пока белым горит. Тут как дела? Так, короче, путь, но опасней. Что, пофиг? Рискнем последними зубами. Диких, в принципе, мне не обязательно, конечно, стрелять с ДВЛ-ки, там, с оптики. Желательно, но не обязательно. Упс. Бачок потик. Я потихонечку стал, кстати, себя отучивать от ношения бинтов. 25 единиц аптечки забирает всего остановка легкого кровотечения. Да, чуточку может быть дольше на некоторые доли секунд. Но зато плюс свободная ячейка, как говорится. Так, ребята. Вижу А, нет, показалось. Или что это? Ладно. Если нет попутно, то на рожон лезть не буду. Спускаюсь к фургону. Беру образец.
Так, место, говорит, обнаружили. Вот они, эти следы крови. Тут мы берем образец. Мы берем Аленку. Ха! Где-то куда-то сюда вверх поднялся. И мне интересен. А вот камень можно как укрытие, если что. Брателло. Как будто и не было никого. Нормас, нормас. Глянуть не помешало бы. Где-то тут базарил. О, вижу. Пошел, пошел. Куда-то пошел. И ушел. Куда ушел, непонятно. А, вижу. Есть, кабанчик. Так. Но звук, конечно, у этого оружия. Просто завораживает. Не может быть, чтобы ты тут один. Не понял. Аж как ты мне сюда прилетела? Я пошел. Спасибо, все свободны, до свидания. Что-то там либо я на линии огня так четко стоял, либо откуда-то пролетело. Откуда, не ясно. Потому делаем ноги. Можно глянуть, кстати, грядку с вкусняхами. Не, надо вынести эту папку, что-то я упендрую, схожу, там диких что-то высматриваю, кого-то там. Надо домой ехать. А, кстати, чайник в предыдущем рейде я вынес. И как раз это был третий чайник, который мне нужен был. Вот насчет ваз я не помню, что там у меня с вазами. Вазы надо будет позырить. Чтобы, если что, брать их, не брать. Так-то они, если продавать не особо-то и дорого стоят, по-моему. 1050, может быть. Во, полный тайник, смотри. Шило, мыло тебе, тут все на свете. Аптечка новая, это можно выкинуть. А, где-то вот тут под железяками есть еще. Нет, сок только. Добро.
Ну все, тайники ничего смотреть не буду, прямиком в деревню тогда. Там посмотрю диких и поеду на машине, если получится все сделать. Пошел дикий один. Шел красавец. Где-то в центре встал. У меня такая открытая вообще тут позиция, если честно. Не вижу. Или он меня увидел, пока я боком шел, не смотрел на него и фить. В засаду засел. Не понял. Ага, вижу. Точно, в центре все это время стоял. Есть кабанчик. Ладно, я говорю, я специально там ходить, чего-то выглядывать, высматривать не буду. Засек попутно. Стрельнул. Я, пожалуй, лучше папку вынесу и сейчас спокойно выйду. Еще раз в лес. Не уехали, надеюсь? Нет, не уехали, все хорошо. Спокойно выйду в лес. Постреляю. Диких, там осталось их 5, если не ошибаюсь. Еще все будет хорошо. Возможно, не у нас. Автомат паршивой прочности. Сборочка такая бюджетненькая. Трофейный калаш этот, я имею в виду. 13 уровень. У пацана нет барахолки. Пока, по крайней мере. Я, пожалуй, скину этот автомат. А вон в водичку можно, да? Нет, водичка не очень вариант. Нормально. А, нормально, он уплыл куда-то. Все хорошо. Чисто из солидарности. А то я пару раз уже так говорил, я там типа сейчас скину автомат. А сам забывал благополучно. Все, выкупился. Минута ожидания, пока он там фары протрет. Посмотрю, здесь тайничало есть. Вот как раз за этим деревом. Тайник не вскрыт. О, жилет дикого, зашибись. Припасем, потом на берег будем ходить в жилете дикого. А то он там по 18, по 20 тысяч стоит. Тряпка, а... Денег треба. Опасно мне тут сидеть. Уже 10 секунд осталось, бог с ним. Ну все, я троих только диких застрелил с дистанции больше 20 метров. Сейчас папку сдам, пойду добью. 23 минуты понадобилось, чтобы... Ну, у меня спаун крайне неудачный был. Во-вторых, меня еще и сцепились там с каким-то бировцем. Крионик тоже задержался, пока лечился туда-сюда, пока диких высматривал и так далее и тому подобное. Сейчас попробуем сразу же пойти и по дикарям шпилить. Сразу, чтобы не забыть, врачебная тайна, часть 3. Передаю образцы крови терапевту. Закрываю этот квест. Врачебная тайна, часть 4. Принимаем.
Уходишь, и вернуть. Чё? Как остальное? Чего ты, егерь? Чего пристал-то? Устранение, говорю, собираешь за банду вечно. Решил закончиться. Что-то он не в тему, он походу про свой дейлик подъехал, что-то там с устранением у него связано. Значит, завершаем этот квест, и открывается врачебная тайна, часть 5, которую я ждал. Найти место закладки ночью на заводе, раздобыть и оставить 3 пачки оружейного пороха Коршун, это синий порох. Мы пойдем в следующем выпуске, я планирую прям конкретно заводом заняться. В здоровом теле здоровый дух тоже предлагает заплатить 400 тысяч рублей и при этом поднять здоровье на 2 уровня. Пока здоровье на 2 уровня я поднимать, наверное, не буду. Сейчас посмотрю, что у меня там по умениям. В общем, здоровье у меня уровень 6. Я докачаю его до 7. Главное не профукать этот момент. И закрою квест в здоровом теле здоровый дух за 400 тысяч. Еще 2 уровня мне накинется и будет 9 в итоге. Устранение 3 из 8. Но тут любая локация, говорят, может мне какие-нибудь... Механический прицел у меня вообще. Тут убить диких с расстояния более 40 метров, используя болтовые винтовки с механическим прицелом. Давай тогда в лес пойдем, тарковский стрелок попробуем закрыть, плюс параллельно дейлик с устранением попробуем закрыть. Можно будет даже шлем не брать с собой, чисто налегке, короче, выдвинуться. 24 килограмма туда-сюда. Взял с собой еще деньжат, чтобы выйти на машине. За ЧВК идем еще раз на лес в 12:37 нам... подожди, время... Да, выбрал время 12:37. Мосина у меня нулевая, поэтому я ее застрахую. Если что, в куст выкину, либо, не знаю, может не возьмут. Или дикие, если убьют. Все, я готов. Погнали в лес. Задача на рейд сделать 2 дейлика и попробовать сделать тарковского стрелка. Я совсем забыл про этот квест, и там надо с механического прицела шлепать, поэтому никакую оптику, ничего с собой не беру. Потихонечку приступаем к выполнению квестов тарковский стрелок. Теперь мы появились примерно на доме диких, да, я так понял? А, нет, лагерь исеков, по-моему, слева. Что-то вообще ничего не понял. Прям перед минами? А, нет, мины чуть левее. Все, отлично. Выход у меня... Ну, знаешь ли, я тогда не пойду, получается, куда-то туда, на ВСРФ. Вот, у меня вот в той стороне... А, зачем мне ВСРФ? Все. У меня память как у рыбки, короче, стала уже. Что-нибудь быстренько тут наковыряем. Всякая всячина. Морем плюхи. Плюхи отсутствуют. Ладно, мне от этого лутания, в принципе, не холодно, не жарко. Я бы что-нибудь сейчас похавать чисто забрал бы и попить. О, сахар. Не, сахар я люблю. Сахар домой. Вот, молочка возьмем. Тушника. Хотя это же лес. Тут еды. Хоть убейся. Ого. А вот и сачок. Амана. Вообще намана. Еще молочко. Ну давай мне какую-нибудь вторичку. Спасибо. В руке, говорит, будешь держать. Пав-пав, орать. Забирать. Все, налутал полный мешок. Пойду посмотрю офтальмоскоп и буду подниматься наверх. Блин, тут спаун у меня рядом. Я там обычно спавнюсь сам. Вот тишина. Ну вот тебе на голофак. Еще один сахар. Сюда его. Внизу опять обдолбосик лежит. Точно. Нормас, нормас.
Тишь да гладь. Чувака, который здесь заспавнился, если он заспавнился, раз уж не пошел сюда под палатки, под эти лагерь юсеков, то как пить дать он поперся туда под лэп. Но что-то тихо, там обычно дикие буксуют. Они там гостей не особо любят. Причем там только в бункер спускаешься, и у них начинается кипиш, они сразу спускаются за тобой вниз. Нет, даже не лутан, тайник. Возможно, тут никто и не спавнился тогда, по большому счету, да? Ну-ка, пойдем там порядок наведем. С болтушки. Раньше, даже не знаю, насколько давно, но квесты оружейник выполняли... Ой, оружейник, говорю. Тарковский стрелок давал механик. И для выполнения этого квеста можно было использовать только винтовку Мосина, короче, прикинь. И те, кто выполнял этот квест полностью до конца, там их 7, что ли, частей. Считалось, что они какие-то ненормальные, в общем. По крайней мере, я выполнял несколько раз, пацаны такие, что ты выполнил, что ли? Человек ли ты? А что такое? Блин, промазал. Но дистанция не та. Я сейчас подбегу к тебе, а что толку? Блин, тут укрытие с Гулькин. Что кровотечение? Не умирай, браток. Кроемся. Я прям в красный контейнер попал. Да? Нет. Положил. Не понял. Я же точно в красный попал контейнер. Нет, не попал. Забавно. Не пойму он. Внутри, что ли, кто-то? Ладно, тут 40 метров вряд ли было. Ну, ничего страшного. А как это 40 кило? А, я этот... Пофиг, на ближний тоже будем с этой бандуры пилить. Не, я так не найду себе, блин, диких. Ну давай аккумулятор тогда, я поехал. Горбуха горит. Надо? Не надо. Шпрот, гора целая. О, аквамарий. Можно тогда вот это испить, вот это выкинуть. Ну да, мы заберем домой. Аквамарий заберем. Употреблять будем. Вон еще молоко у меня есть, тоже можно выкинуть. 32 килограмма. Куда мне? Гранату забыл вытряхнуть. Это копейки стоит. Это я фиг его знает, что стоит. Тоже фиг его знает, что стоит.
Это сюда можно. Вот так вот. А факт за... А, я его нашел в рейде, все нормально. Простите, простите. О, М80. Ладно, погнали тогда искать диких в затопленной. И будем смотреть там, как его фамилия. Ну, где выход, в общем, у меня. Даже не знаю, может быть, быстренько ему выйти, закрыть дейлик, а потом уже фиг с ним, с этим тарковским стрелком. Вот, а я не вижу никого. Блин, где дикие-то, когда вы нужны, ребята? Тиса бы вас убивать. Стрелять. Не, тишина. Пипец. Пошли аккумулятор заберем хотя бы в тайнике. Аккумулятора нет. А давай поглядим, может быть, это все-таки было удачным выстрелом устранения. Да, это был удачный выстрел, слушай. А, это не то, смотрю, 20 метров стопудово было. Друг Запада, друг Тарковский, часть первая. О, один есть. Все-таки этот дикий, оказывается, был на дистанции более 40 метров. Представляешь? Значит, 40 метров это не так уж и далеко. Значит, мне 4 всего нужна. А это уже не так уж и много. Это уже вполне выполнимая задача. Золото. Кушары проверять надо. И тайник. Никого. Здравствуйте. Коняшка только. Блин, ну так не пойдет. Или их убрали отсюда со спавна с этого. Где-то же вы говорите, поубирали, да, диких? Вероятно, и здесь, в деревне. Я их уже давненько что-то не встречал. Ну, такое себе. Я думал, тут сейчас как начнем выполнять квест. 4 надо, ну... Есть вариант на скалу подняться. Снайперскую. Там, во-первых, самого снайпера непосредственно щелкнуть. Может, внизу кто... Ну, хотя поглядим сейчас, что будет происходить на выходе у меня, где возле машины, деревни в этой. На 3 коттеджах. А оттуда уже будем плясать. Поглядим, как что пойдет. Может быть, там 4 как раз и встретим. Может быть, получится их мочкануть.
Этот 6B2, кстати, частенько попадается в дейли квестах. Треба принести такой бронежилет. Ко-ко-ко. Еще тут тайник наверху, и все, там по прямой, возле машины тайничала. Вискас. Недурно. К деревне, наверное, лучше будет подойти с той стороны, где обычно на скалах там снайпера сидят и стреляют дикарей или что-нибудь там кемпедрят, короче. Что у нас там по времени? 25. Выход пока работает. Так, сейчас я одним глазком. Прицел как положено. Вот здесь вот посмотрю. Тихо в лесу. Только не спит барсук. Там могут сидеть, тут могут сидеть, тут могут сидеть. Везде могут сидеть. Там чуть дальше еще могут сидеть. Оттуда вот этот ближний коттедж с синим забором простреливается. Недурно так. Улица, точнее, перед ним. Блин, что, может быть тогда это самое? Все-таки на скалу пойти? Не видать никого. О, есть движение. Есть движение. Значит, он сейчас с этой стороны как вылезет, да? Я вот здесь вот как залягу. Хотя бы одного забрать. Дистанция, верняк. Тыч. Стой, не уходи никуда, братела. Попал, не попал. Нет. Ну, сейчас дикие не так долго сидят там в укрытии, когда там что-то испугаются, чего-то они быстро, он видел, я подошел только к камням, он уже выскочил из-за угла. Давай, братела, я готов. На счет 3. 3. Есть кабанчик. Пожалуй, больше здесь ловить нечего.
Такое ощущение имеется. Что у нас там по патронам? ЛПС. Пока нормально все. 13. Окей. Пойдем на скалы. Судя по закрытым ящикам, тут никого не было, а значит... Товарищ. Не попал. Попал. Это вообще не он был, как-то... Нет, я здесь. Да куда? Стой! По-моему, убил я его. Бодя. 6 из 8. Или нет? По Тарковскому проще. Да, это был. Чё? Отсюда можно потихонечку посмотреть еще дикарей, которые тут под скалами лазят. Вон там они любители. Вот так. Шук, маршрут у них. Ну, в оптику, конечно, покомфортабельнее все это дело просматривается. Не то, что в эту механику. Во, есть. Эй! Промазал, блин, это ченс мой был. О, пришел. Вообще левый тип какой-то приперся. И опять я промазал, и опять он... Ну, может быть, я и попал. Хотя нет, я навряд ли попал. Ну, знаем, что здесь 2 диких теперь. Тут вариант... От Сьендова посмотреть, что ли? Давай залази, блин. О боги. Забрался еле как. Так, гиде этот товарищ был. Неясно. 12-й калибр, нет. Давай, раз уж здесь, посмотрим. Серебро только лежит. Больше ничего нету. ЛПСки заканчиваются, но это не страшно. У меня еще есть в запасе эти самые. СНБ. О, вот еще. Тоже с глушителем. Ну вот и патроны подъехали. Можно подкрепиться незаметно. Че я вот таскаю? Он, наверное, копейки там стоит, этот 35-ник, да, магазин. Вот это можно будет сюда запихнуть. И вот таким макаром. Хлебанем аквамари. Сколько там, 20-очки хватит за глаза, я думаю. Да, в аккурат. Ну и давай посмотреть. А вон они красивые ходят внизу. Блин, лишь бы мне сейчас не прилетело что-нибудь с той стороны, а. Не довыпендриваться бы. Так, ребята, мне 2 всего нужно диких. Давайте уже как-нибудь. Отдайтесь, что ли, мне. Я пошел. Сейчас уже красный таймер, наверное. Точно, блин, 11 минут осталось. Да ё-моё, они как эти А, во. Как жуки, блин, потарились под деревьями. Попал.
Вот, блин, все дистанция портит. Если бы дистанция не требовалась никакая, я бы уже давным-давно бы спустился, бы перестрелял бы их, или упадал бы уже. Что-нибудь да произошло. Интересное, а не вот это вот все. Я даже не понимаю, есть он, нет. Да он же помер, слушай. Точно, он помер. Значит, тот красный... Какой, красно-белый, это и остался. По задачам. Тарковский стрелок. Все, он один остался, прикинь. Вот из-за него у меня сейчас... Я бы мог, типа, на веру пойти на выход туда и там подстрелить, но нет стопроцентной гарантии, что он там появится какой-нибудь дикий. Опачки. Я, блин, свой шанс упустил. Пришел он лутать своего пацана, а я промахнулся. А я промазал. Дашь еще шанс? По-брански. Отлично. Выстрел на миллион прям. Теперь можем смело педалить на выход. Вполне себе ничего получается. 42 килограмма веса, груза всякого. При этом я бегаю, выносливость восстанавливается. Все хорошо. Мне это нравится. В этом коттедже, говорят, видеокарта появляется там в одной коробке, которая газоанализатор в прошлый раз, по-моему, видел возле нее. Как насчет проверить? Аугументин. О, БТ-патроны. То у меня на калаш вообще патронов не олета. Конь, хрен с ним. Всего ничего, 5 минут. Ну, машина на месте. Опа, здесь лутано все. Понял. Не базарю. Интересно. Когда это все произошло и как я прошел мимо этого всего? Они на машине поехали, не? Нет. Все, выносливость кирдык, говорит. Брамет заберу. Энергос, тушенку. Че здесь? Давай тушенку, наверное, сожрем. Место освобожу. Вот так вот. Это выкинем. Все равно у него там прочности не алё. БП патроны. Нет места, говорит. Тогда конь, до свидания. О, мальчики, грызли целый. Грызли. Да ладно, он что там стоит? Ну, конь, возвращайся-то. Ну ладно, не обижайся. Три. 40.
Времечко. Машинка родненькая на месте. И у нас ровно минута на то, чтобы глянуть тайник, который я не смотрел. Но он, скорее всего, вскрыт, раз уж тут лутались в деревне. Этот тайничок много кто знает. Нет, не вскрыт. Ёпрст. Ой, мать моя женщина. Вот так вот. Я успеваю хоть? Будет забавно, если я... А, нет, нормально, 20 секунд. Все нормально, пацаны, нормально. Все, еще и бронеразгруз урвал. Поехали до дома. Хороший рейд получился. Весь рейд провел на локации, 3000 всего опыта, при этом 5 диких я сделал, значит закроем сейчас Тарковский стрелок и еще пару дейли квестов. Огонь, просто огонь. Ежедневный квест для лыжника с выходом с локации, это все делалось ради 40 000 рублей и 5000 опыта, но остальное... Для егеря есть целых 2 квеста на сдачу. Первый на устранение с дикими, 8 диких настреляли, 5200 опыта и 1/100 лояльности. И распечатываем цепочку квестов Тарковский стрелок. Первую часть закрываем, берем кучу прицелов. Тарковский стрелок, часть 2. Сделать попадание в ноги с расстояния более 40 метров, используя болтовые винтовки, 3 ноги. Сделать попадание в голову с расстояния более 40 метров, используя болтовые винтовки, 2 головы. Но здесь уже я могу использовать оптику, и это упрощает задачу. В убежище пока, к сожалению, никаких улучшений не могу делать, так как в основном требуется механик 3-го уровня лояльности. Сейчас он у меня 2-го, и чтобы достигнуть 3-го, необходимо прокачать персонажа до 30-го левела, пока я 24-й. Поэтому в убежище пока тишина. На сегодня у меня все. Спасибо за просмотр, за вашу поддержку, за пальцы вверх, за добрые комментарии. Надеюсь, сегодняшний выпуск вам понравился. Будьте здоровы, хорошего настроения, приятной игры и удачных рейдов. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.